Доброе утро! И вы на нашем новом канале Черничники, где семья живет в лесу. Так, поросят продавали, осталось у нас у Зинки всего лишь 3 поросенка и дикий кабанчик Васька. Все, я не знаю даже, будем еще продавать, Вась? Не знаю, если будут клиенты. Надо и себе оставить тоже что-то. Так, ну что, сегодня чем? Пошли всех выгоняем на улице, всех сараев выпускаем. Свиней мы уже на ночь не загоняем, они сами в сарай заходят утречком. Вот. Утречком уже в 6 утра пошли, вышли сами погулять. И так же самое у нас утки. Вот. А цыплят надо всех повыпускать, коз, овец, покормить, пошли. А потом примемся за работу. Ну вот, двери были открыты. То есть мы могли поспать до 8, а куры уже в 6 утра вышли и гуляют. Вы же заметьте, вот вьетнамцы молчат, хоть тоже голодные. А вот почему они любят диких свиней, это вот ходит и орет, дай пожрать, дай пожрать. Да потерпите немного, но что ты меня ускоряешь. Быстрее не будет из-за этого. Что, молока хочешь, уже ждешь? На рыбалку ты первая, за молоком первая. Белочка, выходи только ты, только белка, белка. Остановить нельзя. Молока сейчас белка дает немного. 2 козленка выпивают. Причем пьют вдвоем с одного соска. А в одном молоко остается. Надо додаивать. Который большой. Намажем кремом ей соски, потому что целый день они козлята сосут. Ветром обветривается, и потом ей больно стоять. Она постоянно скачет, ногой шевелит. Специальный крем какой-то, Золька, Борька. Жинка, иди ты первая, ты девочка. Идите гулять, попрошайки. Все кушать, да, пошли. Пошли. Да. Быстро.
Все, сидеть здесь целый день. Ну что, хотите травки золотые? Золотые во всех смыслах этого слова. В этой комнате у нас тоже ремонтик идет. Вчера приезжали специалисты и за день нанесли вот такую штукатурку на стены. То есть не наносилась она только там, где шкаф будет и там, где кухонька будет. А так везде вот нанесли. И покрасим мы ее, наверное, вот подумали, в такой же цвет. Вот как здесь, такой же и тут будет. Одинаковый. Такой, ну такой светло-бежевый. Да, потому что кухня будет зелененькая, диван зелененький, а пол у нас темный, серый. И если мы еще стены сделаем темные, то будет вообще мрачно в этом помещении. Это же даже видите, как здесь мало света. Потому что на окна козырьки далеко выходят, поэтому мало света. А окна мы делали специально высоко, чтобы животные не скакали. Я уже 2 дня занимаюсь тем, что пытаюсь наклеить на наш цоколь вот сюда натуральный камень. Бросил все и перешел сюда, потому что вот пытался загнать сюда этот прицеп. У нас 2 гектара земли, а прицеп я загоняю под навес задом. Хотя его можно проезжать насквозь. Вот колышек нашей земли. Вот. То есть я могу ехать машиной вот так вот, оп, с прицепом и заезжать. Чтобы задом не... А мне вот мешали этот камень, лежит у нас уже 2 года. И мешали еще, кроме этого камня, вот тут березка и тут березка. Сейчас, если мы этот камень весь приклеиваем, во-первых, гараж будет на 100% готов, а во-вторых, будет легче заезжать машиной и прицепом. Приехали на наш хутор, привез кое-какие вещи. И самое главное, вот зрители написали, перед тем, как обои поклеить, мы же обошьем все, ДВП обоями. Поэтому привез вот такой биозащиту антижук. И мы сейчас этим антижуком это все обработаем, потому что... И пускай проветрится пару дней. Потому что обработаем и работать нельзя будет. Странно, но животные к дому не подходят. Вот посмотрел видеофиксацию вот эту вот фотоловушки. Только приходили какие-то с металлоискателями. Тут ходили, искали, наверное, золото, бриллианты.
Но в таких старых хатах, как правило, ничего нет. Мы на том хуторе черничном полазили, помните с вами, как купили пару монет, пару патронов и все. Здесь даже, наверное, ходить нет смысла. О, все, теперь подсохнет, и тогда можно будет приезжать и смело зашивать стены и работать. Потому что надо, чтобы оно и запах этот ушел, химии страшной. Цоколь нашей террасы получился 40 сантиметров. И точно таким же камнем мы сейчас делаем гараж. А цоколь дома уже 20 сантиметров. И камня тоже было куплено под цоколь 20 сантиметров. Я думал, что у гаража будет точно такой же у нас фундамент. И цоколь гаража у нас получается всего лишь 10-14 сантиметров. В разных местах, вот в разный уровень. И выходит только в один ряд. Быстро и легко ложится. Поэтому сначала примеряю, потом вырезаю. И потом это все мою мойкой высокого давления. Так что купленных камней этих у нас еще останется даже на пол хоздвора. А там, где этот камень мы покупали, я позвонил, и сказали, больше нет. Будем в другом месте искать. Я еще пока не нашел, но хватит только на переднюю часть. Мы же не можем положить с разного камня, надо искать точно такой же. Уже у подписчиков где валяется, не? Клей используется М16, считается самым крепким. А грунтовку использую Бергауф. Мы с вами как-то уже один раз загрунтовали. И вот вчера еще раз загрунтовал.
Черная индюшка у нас сидит на яйцах. Уже кто-то там попискивает. Уже начали проклевываться. Но уже несколько дней прошло, как у нее индюшата вылупились. Вот. О, этот проклюнулся, этот. О, все сейчас проклюнулись. Вот скоро она пойдет с ними гулять. Но индюшата ее уже не дождались. Потому что много времени прошло, и мы индюшат подкинули под курицу. Вот под этой курицей сидели утята, цыплята. И пришлось посадить еще индюшат, потому что они уже 3 дня без банки сидели. И вот смотрите, есть вот эту банку мы наполняли утром. Утки выливают ее буквально вот за день. То есть 2 литра. Вот и что с ней делать? Наверное, сейчас, если индюшка вылупит цыплят, надо будет этих индюшат под нее тоже закидывать. Потому что тут будет болото. Вот из-за уток постоянное болото. И если цыплята еще могут выдержать сырость, то индюшата, они сразу же погибнут. Сырость, холод индюшата вообще не любят. То есть эти утята могут индюшаты погубить. А эта курица с утятами, она у нас находилась на улице. Ну и шли дожди сильные по ночам. И мы их перенесли специально в помещение. Потому что было холодно, они могли промокнуть. Это тогда уже спрячем для суточных цыплят. А уткам поставим такую большую. Чтобы хотя бы на 2 дня хватало воды той. Как только та индюшка вылупит цыплят, мы сразу же попытаемся этих индюшат и цыплят подкинуть под индюшку, чтобы этой курице осталось только утки. Потому что утки становятся рано самостоятельными. То есть они уже через неделю-2 даже к ней подходить не будут. И она бросит из-за этих утят и цыплят. Ну, я не знаю еще, как индюшка примет этих цыплят с индюшатами. Вот индюшатам, цыплятам нужно тепло, а утятам нужна вода. Да, вот включил лампочку, сразу видно, кто куда, да? Тем надо тепло, а этим надо воды побольше. Причем они 10% выпивают, 90% выливают. Вы посмотрите, они не отходят, они эту воду сейчас выйдут. Быстро-быстро. А нам же надо уезжать то в одно место, то в другое. Мы не можем там, что им 5 бодей таких ставить? Хорошо курица, видите, не трогает ни цыплят, ни утят, ни индюшат, всех. И ей еще можно и павлинят, и даже воронят сунуть, она всех будет водить. А этих цыплят бросила курица. Нас не было, она перепрыгнула. Но она уже неслась неделю. И тоже они остались одни. Ну и вообще всех цыплят перенесли с улицы в помещение. Потому что вы же видите, май месяц, мы ходим в осенней одежде, в шапках. Поэтому потеплеет, опять пойдут на улицу. На улице, конечно, им лучше. Во-первых, солнце, во-вторых, песочек, травка. Но это все временно. Бросила их мамаша. И вот скоро этих рыжих тоже курица бросит. А, о, видите, опять снеслась. Уже 3-е яйцо она сносит. А когда курица сносит яйца, это уже индикатор. Ее сейчас выпустить к петухам, она с ними уйдет и забудет, что у нее есть цыплята. А может, мы этих цыплят потом с теми объединим и все. Да, все вместе. Ну, пускай... Когда уже заметим, что она их бьет. Ну да, да. Пока что просто несется. Эти яйца мы едим, потому что они не идут на инкубацию. Курица не видела петуха, они не заигранные будут. Ну, наши первые, вот это вот самые первые цыплята, посмотрите, какие уже большие. И это белый петух получился
туалет черный, туалет голубой курицы. То есть петух был рябый, а получилось белый. Видите, с кахинхином разные цвета смешались. Ну ладно, цоколь у нас стоял, но его видно не было, что он без камней. А вот столбики вообще в глаза бросались, что стоят некрасивые, да? То есть сегодня будет уже красота у нас. Все у меня уже по узору сложено. Так, это так. Сегодня только клеим, потому что фуговать уже будем в другие дни, когда это все застынет. Фуга крупнозернистая, графитового цвета у нас немножко осталось, надо будет тоже докупить чуть-чуть. На швы примерно сантиметр оставляю для фуги. Сейчас вот эту. Сейчас хорошо подбирать надо только слева, справа. Сверху, снизу не надо. То есть здесь узорчик. Поэтому не сильно и медленно идет. Да, живя 5 лет далеко от цивилизации, всему научишься. Это чуть тоньше, чем другие, на него побольше слой клея надо дать. Вообще у нас фундамент получился то 10 сантиметров, то 14. Если мы какой-нибудь кирпичик бы использовали, то выглядел бы некрасиво. А так рваный камень все неровности у нас скрывает. Потому что на въезде в гараж плитка выше тротуарная идет. Здесь сзади немножко ниже идет. Вот так вот клеем одинаковую высоту дадим. Вот тут вот в начале, вот где въезд в гараж, то 10 сантиметров было. А вот сюда постепенно ушло 14. Вот представьте, если бы это был какой-нибудь кирпичик, как бы это было видно. А так даже на видео не показывает, да, не поймешь.
Тоже опалубку делали мы из USB, поэтому неровно сделано. И надо будет, чтобы равнять вот по кирпичу, а не по ней. Поэтому здесь с этой стороны надо будет 3 миллиметра раствор дать, а тут сантиметр. Заодно этот камень выровняет это все. Срочно позвонили, что утром приедут за козочкой, а мы ее не обезрожили до сих пор. Пошли по-быстрому обезрожим, потому что обезроживание стоит дороже, чем козочка. Надо отдать людям нормальную, чтобы не стыдно было. Так, а ну-ка иди сюда, козочка. Иди сюда. Иди сюда. Оп! Белка сейчас есть. Все, вылечили тебя. Все. Беги, беги. Кто-то сейчас скажет, что это не гуманно. Наоборот, это очень гуманно. Если ее не обезрожить, ее никто не купит. А если купят, и она будет рогатая, она может вспороть своими рогами. Ну, убийцы все рогатые идут с детства. Она может вспороть своими рогами пузо другого животного. Она может выколоть глаз тому, кто ее доит. Поэтому так надо делать со всеми англонубийцами. Вот такие рожки. Вот. Все, и получается мы эту кожу убрали, рожок, и он перестает расти. К нему, потому что не поступают питательные вещества с кровью.
сразу же красивеет. Давайте уже заканчивайте. Да. Будем вот сейчас этот клей замачиваю. Этот клей вырабатываю и все. Ну, 3 дня ложу, и я думал, успею уже за 3-й день. И вот останется целый столбик. Я не знаю, наверное, не успею уже положить сегодня. А завтра мы уезжаем. Буська, пошли дашь мне свой... Ну вот так вот с гаражом получилось. Везде камнем обложены, 2 столбика обложены, весь цоколь. Только вот на 1 столбик не успел, темнота пришла. Ну, когда-нибудь уже. Просто сегодня уже никак. Но самое главное, что вот здесь вот убрали этот камень. И теперь можно что машиной, что прицепом заезжать по кругу. Вот. Они таким длинным прицепом очень тяжело сдавать задом. Вот здесь вот камни лежали. Вот пускай подсохнет, тогда можно будет через пару дней помыть и зафуговать. И 1 столбик. И тогда уже гараж будет сделан на 100%. А пока нет. Кстати, наши зрители заметили, что Айза поджимает уши и постоянно ими шевелит. И постоянно их болтает, чешет. И говорят, что это может быть ушной клещ. Мы просто никогда с таким не сталкивались. И вот понаблюдали, действительно, она как-то по-другому к ушам относится, чем другие собаки. Вчера заказал к ней какие-то капли, но еще, наверное, надо заехать к ветеринарам, ветаптекам тоже спросить, что может быть. Она с детства так вот всегда с ушами что-то шевелила. Вот они и чешутся. Ну. Да,
покапаем тебе ушки, полечим тебя. Пошли, пчелка, молодец. Пчелка. Получается, зрители внимательнее, чем мы. Там индюшка вылупила индюша. Пойду переносить. Ну что, курица, наверное, сутками идет на улицу, а к этим индюшатам приносим индюшку. Я вообще не знаю, как индюшка воспримет это. Примет ли... Главное, не индюшка, то примет индюшат. Лишь бы индюшата приняли свою новую маму, индюшку. Потому что если они будут убегать от нее, от индюшки, она их будет бить. Ну попробуй, потому что вы посмотрите, вот реально, вот мы с вами налили недавно полную уже половинку. Утки это что-то с чем-то. Это бандюги. Так, дождя.
Индюшки, наверное, штук 6 вылупилось или 8 штук. Все уже до нуля. Ни одного яйца не было с болтуна. Переношу всегда со скорлупой, с соломкой, чтобы она видела, что просто гнездо переехало. А то, если это не сделать, то она побежит назад гнездо свое искать. А так вот, это твое гнездо вот здесь вот. Просто чуть-чуть переехало ты. Вот, нагибайся тут, вот так вот, и охраняй их здесь. Да, вот так вот. Которые под курицей сидели, то ее бьют еще, да? И боятся ее. Ну что, сейчас пускай пока обтакливают, надо выключить свет. Или может сразу выключить. Все. Хорошая мамка, да? Аккуратная. Большая. Никого не бьет. Ну-ка, злости, это ваша мама новая. Конечно, после курицы такая индюшка. Ну так надо. Одни индюшата радуются, они понимают ее голос. Смотрите, она меня не бьет уже. Когда к ней в гнездо лез, она меня била. А сейчас смотрите, видите? Она понимает, что я перенес ее, дал ей еды, воды. Перенес в такое тихое место, где ей будет с цыплятами хорошо, видишь? На, Индюшечка, на. Молодец. Просто шипит тихонько и не бьется.
Вроде все получилось. Это был ответственный момент. Может, кто-то из городских жителей даже не понимает этого. Но у нас в деревне было такое, что ты подсовываешь под курицу новых цыплят, приходишь через час, она их всех убивает. Просто в голову, насквозь, в крови все. Видите, у нас что курица приняла утят, индюшат, цыплят, что это приняла 4-дневных цыплят, своих новых каких-то цыплят, индюшат тоже. Ну, нормально, любовь, да? И даже не бьет меня. А утята пускай пока на улице, потому что они меньше боятся сырости, влаги, холода. Потеплеет и индюшку, конечно, вынесем на улицу.
Курица уже ищет им червячка, а они от воды не отходят. Ну ничего, самое главное, что она им дает, это тепло. Вот так мы можем оставить, воды на день-два хватит и хоть отъехать. В клетке их не возьмет никто и никогда, ни сверху, ни снизу, ни сбоку. Да нужна ты им. Зовет. Вот так совсем другие движухи. Сама съела. Ты раз дождешься. Хорошо, что курица черная и индюшка черная. И они вдвоем черные, и те цыплята особо сильно подмену не почувствуют. Все, то павлины тебя побьют здесь оставить.
всех, да, да. Но они вот все понимают. Она думает, вчера вы мне с Майкой вдвоем обезроживали, думает, вчера, а сегодня еще хотите поймать и увезти. Этого никак еще не зовут. Не, еще он, скорее всего, продаст. Кто-то говорил, что приедет за ним, и что-то я потерял, кто именно. Я что-то переписок так много, что кто-то говорил, доставьте мне баранчика. Мы оставили, а человек пропал. Такие ласковые. Все, безрогая. Лапа-лапа на. Это мне уже помогали все вместе. Мы на козла тоже одевали. В трусах ты чё? Чё ты мякаешь? В трусах все как положено. В трусах, блядь. Безрогая. Дима, наверное, будете вывязать, вы опытный. Наверное. Так, козочка уехала, поросята уехали, даже петух с 2 курицами уехал, потому что у нас было 2 петуха, они между собой дрались, а вот остался 1 петух. Вот, ну, рождаются утята, гусята, индюшата, цыплята, поэтому кто-то рождается, кто-то уезжает, потому что хутор не резиновый. Если кто-то приходит, сразу кто-то и уходит. Шикарные рулеты получились. Иногда вот ты вчера едешь с другого хутора, приезжаешь домой, ничего нет. Хоп, с морозилки достал, 40 минут и готово кушать, да? Твое масло. Работники вам надо? Здрасте, очень надо. Ну что? Ну, хорошо, что вы приехали. Так вы уже Хорошо или надо вам это? очень надо. Ну вы так говорите, что вам надо, а не хорошо. Хорошо, то я его посмотрю. Нет, так у вас даже инициатива своя. О, это вот это... Вы вчера покосили, красиво так покосили. Я в воскресенье, парень мой, не работаю. Эту субботу я тебе вечерком. А, вот. Да, не путай день. Я тут, Да, это надо я все, тут все вечером уже заглянуть. косил, не видно, тут цветы или все у тебя. Да, тут ничего нету, можно все... А, то мне показалось цветы, видишь, брат. Не видно уже было, вечером, расшуковато. Нормально, принял работу. Идеально все. Все хорошо. Тоже цветок. Я не скусил. Да, нормально все. Потому что не видно было же вечером косил. Да, Боишься, чтоб- что я не поранить. Да. Первую вылазку мы сделали в деревню после того, как положили тротуарную плитку. Тут надо тоже и швы загрябать, и тут надо макушки деревьев поотрезать, поровнять все. Тут у меня тут есть вешалки в доме повешать, засиликонить швы, надо отливы поприцеплять. Тут, в общем, работы тоже на целый день, просто вот как с утра и до вечера. Поэтому занимаемся сегодня. Сейчас здесь тоже разожгем большой костер. Спалим это весь мусор.
О, пойдет. Сегодня хочу все макушки всех деревьев, что есть на участке, поспиливать. Всех, что есть. Но пришли не в высоту, а в ширину. Везде кострыжка, куда не поедем. Деревья пускай будут, потому что это самое высокое место, наверное, в Брестской области. Тут просто гора. Тут, когда ветер начинается, то у меня все время сигнализация на камеру срабатывает, потому что туи вот так вот ходят ходуном. У нас в лесу затишье. Я когда был подростком, вот на этом месте кукуруза росла. А сейчас здесь дом стоит наш. И плитку ребята положили, уехали. А вот эти вот отливы уже приходится делать саму. Здесь отрезать. Вот тут тоже не вцепили. Это надо сейчас все разбирать и вот так вот подрезать. О, как раз. А ты говоришь. Так не, я что говорил, хорошую вы Волгу мне подогнали. Не Запорожец. Не выпускают. Ну, Ну, если в Москву гастробайтером поехала, знаешь, сколько баксов подняла? ну. Ну, это тебе не таджики. Валит, ну его нафиг. Давай, говорит, еще один хутор купим. Да. Ну? Вот пускай работает, раз хочет. Ее объем работы мало. А то лежу много. Ага, лежишь. Это чтобы не ходила до этого, только лопатой нашла. До колхоза. Не, так она целый день наработает, еще вечером, когда колхоз идет гулять. Вот так вот участок равняется. Тут можно даже траву газонную не сеять. Потому что тут животных нет, она сама взойдет. Уже надо будет косить уже через месяц.
высокое дерево у нас на участке. Попробую верхушку спилить. Упадет, может, даже к соседу. Не знаю, когда оно падать будет. Но лишь бы не на меня. О, Еще больше пили. еще. Да. Вот как эти сосенки. Пили, пили, не жалей ее. Пили. Из респиратора. Сегодня соседи один день потерпят уже. Часто. Я у соседа спрашивал, или мешают, или подрезать. Он говорит, не мешают, не подрезай. Но тут не в этом дело. Тут если я через год-два приеду, я уже не смогу даже и такой пилой залезть туда. Надо остановить их рост. Я не знаю, что я такой без такой бензопилы делал. Обычно я не смог бы подрезать. Я когда ее покупал, то не видел, что тут есть вот такая штука. То есть отпилил и сразу же к себе притянул. Крючок такой. А уже когда пользуешься, уже увидел. То есть взял так, оп, и к себе тянешь. Оп. Діма, от їх от дві сосни геть би випили. Вони йолці мішають і вишням мішають. Тут если так посидеть, тут все деревья друг другу мешают. Да. Это лес. Это специально так посажено. Ну, все, верхушки все сделал. Всё, Дадите нормально. в следующем году опять мне такой аппарат. Знаю. Это мне подарил один человек хороший. Друг? Друг. Ну, не то, что друг. Близкий родственник. Ближе нет. Но не будем говорить, что. Пускай зрители догадываются, кто. Ну, хорошая вещь. Хорошая? Да. Сомнений. Я не знаю, вот если бы вы сегодня вдвоем не приехали, а я не знал, что вы приедете, не Валя сказала на полдороги, то мы бы здесь вообще ничего не сделали. А так я смотрю, может даже и успеем сегодня за день. А знаешь, когда... Потому что задач поставили на 6. Это ты специально хвалишь, чтобы не работали. Психология. Хотите чайку, кофейку, все есть. Все включено, да. Рулет мясной, все есть. О, за такой рулет можно работать. Когда-то за кусок сала я косу тяну. За лебеду твоя мати робила. Спокойно во время войны его. Подождите, это все-таки лебеду кушали? Так слушай, во время войны моя мать, вот там Кобринский район, как ты едешь, на Дылин, да? Ага. Есть такие Руховичи, Кабовичи, есть такие деревни. Приезжай. Раньше болота были, ну. Туда мать во время войны ходила с сестрой заработки во время войны. И целый день работала в поле у хозяина, чтобы покормили. А чем кормили? Борщ с едой. Да. Вот такая еда была. І кусочок хліба. Кусочек хлеба. Целый день работали во время войны. За по їжу. Кобринский район, Кабовичи, Руховичи. За еду, да? За еду. Во время войны. Вот как люди жили. А что, кушать не было? Что? Пололи льон. Это мать вот рассказывает, то, что я анекдот рассказываю. Поэтому Вони ще такими подростками Вообще були. хорошо, что вы коров продали своих. У вас столько времени свободного. так это специально было придумано. Я даже уже могу на рыбалку уехать. Могу, потому что вы можете остаться, но не могу, потому что нам надо на 3 дома разрываться. Ну, да. Вы уже знаете, что зрители в комментариях пишут? Раньше писали: не люблю ваши рыбалки, не люблю ваши поездки, ваши там моря. А сейчас уже пишут наоборот: Дима, какой-то у тебя уставший вид, можете съездить куда-нибудь. А Валя говорит: наверное, рвуха. И даже уже пишут: едьте на рыбалку. На рыбалку пишут, сами едьте на рыбалку. Да. А куда тут поедешь? Ну да. Столько работ. На рыбалке не были еще в этом году. Ну я порыбачил. Лодка стоит, На ждет. Черничном хуторе я порыбачил. На один червяк. Ну, на один червяк поймал 5 рыб. Да, 5 рыб. И закончили Не червяк. клюет. И все сейчас. клюет. Что-то меня прорвало на рыбалку. Я обходил там километров 18, но нашел одного червяка.
Сейчас приезжайте В с следующий своими раз я червяками. не лоханулся. Меня червяком много. Выловит Пока все. ты приедешь, рыбы не будет. Поки ти своєї рибалки приїдеш, то тут не буде. А я это поймаю 50 на 50, это еще за вилами по воде, а вы у меня поймаете 100%. 100%. Ну, небольшие, маленькие 100%. Ми ж кормити її не будемо. Сегодня вся деревня в дыму. Ну что они хотят? Я самый для них тоже лучший сосед. Я приезжаю редко, чисто поработал и уехал. Раз в 5 лет Пускай потерпит нашу сделали. дымовуху. Вона йде на поле, не йде на Ну, деревню. безопасно, тут ничего страшного нет. Вона Ну, да, как раз на вітер у земле. ту сторону в И полі. тут, во-первых, далеко от домов, все как положено по технике безопасности, 7 метров от строения. Я так А вчера, тут все строения кирпичные и крыты железом. и вчера дождь Что не прошел, загорятся. нормально все будет. Это когда соломой крыты дома, то опасно. А сейчас нет тут соломку, камышом. Я бы с вами так сидел бы и сидел бы целый день. Еще все впереди посадим, будем сидеть. Че тут? Мы и там не пропадем, не переживай. Возьмем тещу на паханом. Вот тут у меня над входом как раз всегда на крыльцо капает конденсат, и от дождя вот в этом месте по ходу соединения трубы и протекает. Прям на крыльцо всегда капает. О! Тут вообще вода стоит. А что ж это такое за фигня? Вот он. Где-то плохой уклон по ходу, поэтому в этом месте и протекает. А я думаю, что такое? Я думал там засиликонить, а тут другая проблема. Тут проблема, что когда-то, а этот дом строился 5 лет назад, я еще тогда ребят не знал, профессионалов. Они неправильно отливная установлена. И маленький уклон, и вот здесь вот она провисла. И вот если поднимаешь вверх, то идет водичка туда, куда надо. Из-за того, что здесь не живем. Откуда я мог знать это, видеть? Сейчас вот так вот наклоняю, и сразу течет вода. У нас уже несколько месяцев в доме ремонт закончен, лежат вот такие крючки. Это ванну, в туалет, туалетную для туалетной бумаги. Надо везде все развесить. Угловая тоже ванну. Давайте повесим это все. Валь, это можно сюда. Угу. Вот. А можно даже вот сюда? Нет, торчать будет, да? Не очень. Просто здесь удобнее будет, что ты и оттуда можешь достать, и отсюда. А сюда, например, ты сможешь, надо только в ванну заходить. Ну, давай тогда сюда. Ну. На какой высоте? Вот здесь пойдет? Вот так. Ну, чтобы с ванны было удобно доставать шампунь. То есть ты когда лежишь, ты хочешь иметь в виду? М. Ну вот, давай вот так вот по этой снизу. Вот. Давай. Раз. Все, значит я здесь ее делаю. Потом Полотенечко вот туда. полотенчика. Да. Так у нас их три. Маленькие вот эти. Маленькие? Угу. Вот сюда, да? Да. Вот сюда. Нет. Да? По центру? Угу. Так, это по центру, это решили. Угу. Вот это вот сюда, например, пойдет. Да. Угу. Так ты все знаешь. Ну, все равно, а что еще осталось? Вот эти штуки.
Вечереет. Но вы уже нормально сегодня подкачались. Наверное, уже будете неделю отходить. Поборемся? Не, заборите меня. Да, я настроен сильно. Мне потом стыдно будет. Да, чтобы мне не было стыдно, вот у меня завалит. Еще целый прицеп хороших дров получился. Для шашлыков это отлично. Ты же видел комментарии, зачем вы тут этих деревьев понасеивали, зачем вы посадили? Ну так, как папа говорит мой, посадить трудно, а вырубать легко. Если там захотеть, за день эти все деревья можно почистить и будут одни пеньки стоять. И будет 2 КАМАЗа дров. Вот когда будут действительно они мешать, тогда можно срубать. А сейчас под этими деревьями растут грибы, яблочки, абрикосики, черешенка, затишье, красота, тенек. Поэтому срубать мы всегда успеем. Просто страшно было. Думаю, елки-палки, сколько ж тут работы. Да вы поэтому приехали? Ну, а вот смотри, мы, бляха, до 5 часов сделали. Ну потому что мы не останавливались даже на обед. Вы представьте, сколько вы сэкономили нам время? День мы приезжали бы косить, день мы приезжали бы равнять, день мы приезжали пилить, день мы приезжали тут сверлить. Это как минимум 4 дня вы приезжали бы. То, получается, мы нормальные помощники. Вы лучшие помощники. Ще. А теперь все Трохи сделали. годные. Я уже... Спина перестала болеть. Слышишь, Мы- таких слов. Это, посмотрите, как красота. Можно уже законсервировать. Сейчас закрываем ворота и приедем сюда Нет, так, где-нибудь в сентябре грибы собирать. Надо, да. Хай, как Петросян говорил, снялся, говорит, на витрине 12 сортов колбасы, говорит, а люди видят, что я это видел. Не, видят. Да. Так и мы. Когда красиво, то оно красиво. Деревья обрезаны сейчас. Все вербушки, да. Деревья Уже можно не обрезаны переживать, что и- совсем лезет. И главное, что под забором можно прокосить. А то Все. косишь и не знаешь, за что, или ветку отгибать, или триммера поставлять, или что. А сейчас видите, Вот единственное, что мы с вами не успели, это погрябать. Я уже да не могу, Валь. Песок посыпать. Ничего, пускай побивается дождями еще. Вот тут Валя чуть ребнит возле огня. И Мы уже больше не можем гребсти. не надо. Мы уже устали. Оно заровняется само по себе. Да, сейчас пару дождик. Да, хорошо. Вот там только что я думал триммера взять, потому что ветки лежали, не захотелось убирать. Не докосил. Ну, Ладно, мой косяк. всем до свидания, всем удачи. И нам завтра уже на другой хутор надо ехать работать. Да. До свидания, спасибо вам большое. Не за что. Спасибо. Пользуйтесь, пока живу. Вы долго жить, Витя, пожалуйста. Долго надо жить. Я же тебе сказал, 102 года. Поменяй паспорт, тогда подумаю. Так что, ну, это тебе понял. да.